Проводив Каана, Айфер советует Мелли бросать его и поскорее, потому что этот мужчина – фальшивка. Эда все же привозит поздно вечером Серкану отчет и подслушивает их разговор с Селин вместе с Феритом. Серкан говорит Селин, что разум ему подсказывает, что она для него идеальная женщина, но сердце говорит обратное. А Селин разум подсказывает, что нужно выбирать Ферита. Далее, прекратив разговоры о личном, Серкан предлагает поработать. Эда с Феритом удаляются так же тихо, как и пришли. Ферит признается Эде, что это он отправил Каану договор о помолвке ради шутки. После проделанной работы Селин предлагает Серкану расслабиться, но тот говорит, что ему надо погулять с Сириусом и расслабиться самому. Эда гуляет недалеко от дома и вспоминает Серкана. Вдруг она слышит лай Сириуса и прячется за ель. Но собака находит ее. Эда спрашивает у Серкана, почему он так далеко от дома. Тот говорит, что Сириусу нравится здесь гулять. Эда говорит, что ей уже пора, но Серкан просит ее присесть хоть на минуту, так как Сириус по ней скучает. Погладив немного собаку, Эда идет домой. Утром Эда рассказывает подругам про одержимость Каана Карадака в отношении Серкана. И Мелла понимает, что Каан ее просто использует и познакомился с ней специально. Мелла рассказывает Эде все про Каана и просит у нее прощения. Фифи вспоминает, как Каан говорил, что уже пил лимонад Айфер. Сопоставив все факты, она приходит к мысли, что это он украл дизайн Серкана. Джерен говорит, что Каану нужно преподать урок, но для этого необходимо найти доказательства. Джерен с Энгином разговаривают про Серкана с Эдой. Вдруг идет Перил, и Джерен с Энгином снова заставляют ее ревновать. Джерен говорит, что помирит их сегодня же. Эда приходит к тетушке Айфер. Она говорит, что вернется в колледж. У нее есть девочки, она и больше ей никто не нужен. Айфер говорит, что будет нелегко забыть Серкана Балата, но она всегда с ней и всегда ее поддержит. Неожиданно для Серкана в холдинг зашел отец. Он перед работой хочет выпить с ним по чашечке кофе. Альптекин поддержал сына и, стараясь ни во что не вмешиваться, очень хорошо отзывался о Эде. Серкан поражен, что отец поедет в свой офис в таком виде. Далее он смотрит отчет Эды, и ему нравится. Джерен с Энгином разыгрывают спектакль. И в итоге Энгин идет на мероприятие с Перил. Джерен дает Энгину совет отказаться от обеда после мероприятия. Серкан приезжает к Эде. Он спрашивает у нее, почему она вчера сама не отдала бумаги.
Эда отвечает, что не хотела прерывать их вечер с Селин. Серкан говорит Эде, что приехал за ней. А Эда напомнила, что он ей тогда сказал, и спросила, кем он себя возомнил. Серкан просит продолжить работу над проектом с Эдил, не взаимодействуя с ним. Но Эда отказывается работать с Серканом при любых условиях. По крайней мере, пока не принесет доказательства, что он поступил с ней нечестно. По совету Джерен Энгин отказывается от обеда с Перил после выставки. Мелек с Фифи разрабатывают план, как добыть с телефона Каана Карадака фотографии с украденной информацией. Они приезжают к нему в офис. Пока Мелек отвлекает, Фифи делает свое дело. Далее девушки пересылают фотографии с пометками на телефон Эды, для того, чтобы она их показала Серкану. Со слезами на глазах Мелла удаляет все совместные фотографии с Кааном. Фифи поддерживает подругу, говоря ей, что она хорошо держалась. Распечатав фото, Эда приезжает в офис к Серкану. Тот говорит, что ему не нужны ее доказательства, так как он ей верит. «Хорошо, но уже поздно», — сказала ему Эда. Серкан объясняет ей, что дело не в ней, а в нем, так как он никому не доверяет. Рассказав про Каана, Эда отдает Серкану обручальное кольцо. Говорит прощай и то, что она больше к нему никогда не вернется.